Всех приветствую на своем канале Амадея Таро, с вами Вероника, и сегодня буду делать расклад на такую тему. Что вам необходимо знать прямо сейчас? Возможно, есть ситуация, которая от вас скрыта, либо же вы чего-то не замечаете, либо просто вы должны что-то знать. Расклад будет на одну позицию. Хотела сегодня отдохнуть, профилонить, но очень кому-то расклад этот, возможно, нужен. В общем, что-то мне не дает покоя, пока я его не сделаю. Вот так вот скажем. Итак, по предварительной подготовке карт, что могу вам сказать? Справедливость, десятка мечей. Кто-то из тех, кто вам вредил в прошлом, получает воздаяние по справедливости. По этой колоде паж пентаклей, башня. Следите за своим здоровьем. Но здесь больше, знаете как, идет психосоматика. То есть ваши внутренние переживания могут перейти в болезнь. С чего это взяла? С того, что оракул теней показывает, что сейчас вы стоите на каком-то выборе. Выбор винить себя, либо не винить в чем-то содеянном в прошлом. По Таро Веретника помощь получаете, показывает, от лицемеров. То есть от тех, кто вас предавал, лицемерил, говорил одно, имел в виду другое, делал третье. Итак, давайте будем смотреть. Интересно, конечно, узнать, что поток пытается мне выдать, потому как время сейчас у нас 10:30 ночи. Я несколько часов пыталась отложить сие действо на завтра. Но сегодня у нас еще новолуние, 17 октября 2020 года. И, возможно, под этими энергиями что-то я должна вам передать. А вы что-то для себя должны почерпнуть из этого расклада. А может, не должны почерпнуть, а может и должны. Сейчас будем смотреть. Смотрите, по дну колоды и верх ее девятка пентаклей, отшельник. Вы сейчас перестраиваете свою внутреннюю систему, возможно, даже историю вашего рода. Ваши внутренние ресурсы, вообще накопленный потенциал, включается в то время, когда вы находитесь в отшельничестве, наедине с самим собой и ищете внутри себя вот этот внутренний свет. Вот там внутри ваша девятка пентаклей. То есть, что бы вы сейчас не обдумывали в своей голове, каким бы выводом ни приходили, именно когда вы находитесь в одиночестве, вы слышите себя, слышите свою интуицию, слышите свой род. Ну, а он вам плохого не посоветует. За исключением некоторых личностей, от которых род отказывается на какое-то время, либо же на совсем. Сейчас мы о них говорить не будем. Сейчас, я надеюсь, нам покажут информацию для тех людей, которые работают над своим ростом, над собой.
и практикуют добродетель в этом мире. Итак, я даже не знаю, с чего начать. Давайте начну с такого вопроса. Ну, что вы должны сейчас для себя знать? О какой ситуации речь идет? Смотрите, было посягательство на ваши ресурсы, на ваше время. Куда-то стремились, вас как стопорнуть пытались, выводя на какие-то сражения, но вы от них отказались. То есть вы как-то ситуацию обошли и сказали: нет, все, стоп. Я понимаю, для чего это, и там, где нужно было слить свою энергию, ну, как планировалось, да, по замыслу, возможно, даже ваших недоброжелателей, вы не стали влаживаться в конфликт, а как-то его обошли. Ну, здесь отлично, это хорошо, потому что сейчас у нас интересное время. Начинается и продолжается. По порталам у нас все только впереди. Ноябрь. Месяц увлекательный. В общем, что я могу вам сказать, ребята? Те, кто понимают, о чем я, нужно продержаться до 21 декабря. Потом полегчает. До окончания июля, то есть до начала января, до 2, до 1 января можете выдохнуть на недельку. А потом будут новые трансформации, там уж успеете или нет, дело каждого из вас. Итак, смотрим, что еще за ситуация. Да, смотрите, вы победили какой-то конфликт за счет того, что пошли больше внутрь себя. Вы как будто победили какую-то часть себя над обстоятельствами. То есть, повторюсь, там, где нужно было выйти на конфликт и слить свою энергию, вы этого не сделали, и этим самым вы перебороли некоторые моменты внутри себя. Какая-то стабильность у вас порушилась за счет этого. Вот сейчас не знаю, сейчас я определюсь, либо же я работаю в потоке, либо же я работаю по обычным трактовкам карт. И знаете что, наверное, буду по первому все-таки идти. Я хочу работать в потоке, потому что если брать стандартную трактовку карт, то здесь как бы возможно разводы, возможно расставание, возможно дележка имущества. Может и такое проходить. Но я сейчас буду идти, повторюсь, в потоке. Здесь больше на личностный рост все-таки, наверное, будет информация. Ну, а так посмотрим. Каждый, в общем, глядите сами, подходит вам расклад или не подходит, резонирует или нет. Ну, кто-то здесь кого-то в тройнички заводил, то есть вы по справедливости какую-то ситуацию в отношениях с партнером для себя решили, там, где нужно было выбирать между, либо тот, кто вас вводил в этот выбор, тот по справедливости будет сейчас оштрафован, либо уже, скорее всего, оштрафован. Почему? Потому что по справедливости его лишают защит. То есть высшие силы для него зажали теперь защиты. Где-то вы для себя определялись, куда вам двигаться дальше в этой жизни, чем заниматься, возможно. Либо тем, что надо, ну, для того, чтобы заработать деньги, либо же идти по пути своего предназначения, куда вас тянет сердце.
что-то вы разрушили из старых схем, из старых сюжетов, которые работали ранее в отношениях. Вы поломали эту систему старую и вышли победителем. Человек, возможно, с которым ранее были отношения, который забирал ваши ресурсы, как-то влиял на вашу психику, хотел через провокации вас нарушить вашу стабильность, но не получилось. Ситуация. Ну, вот так вот ситуация обстоит. Я не знаю просто, какие дальше вопросы закидывать картам. В общем, пусть говорят, что говорят. Что вы должны знать для себя. А здесь уже идет другая ситуация. Ну, давайте так, наверное, по 9 карт и будем смотреть. Смотрите. Здесь, скорее всего, вот человек из прошлого, вот отношения с ним, которые высшие силы штрафанули за то, что он делал по отношению к вам, в общем. От взаимоотношения с вами этот человек ушел в свои иллюзии, но там у человека вплоть до галлюцинаций идет состояние. Я не думаю, что по тем картам, что выпали здесь, это вы ушли в галлюцинации. Или знаете как? Вы ушли от общения, от взаимообмена. Этот человек пытался, в общем, выйти с вами на связь. А вы этот взаимообмен оттолкнули, сказали: нет, тебя больше не будет в моей жизни, я ухожу в простраивание своих планов. То есть вы не то чтобы в иллюзию ушли, сколько знаете, возможно, где-то просто простраиваете свое будущее, пока только его планируя. Но опять же таки здесь больше идет, что это тот человек. Что-то ему предлагалось, а он пошел в иллюзии в свои. Причем на психике у человека реально, вава хорошая уже. Почему? Потому что он как бредит вами или что. Слушайте, да, здесь показывают вашего недоброжелателя, врага, либо оппонента, как желаете его называйте. Здесь человек очень расстроен результатами своей работы. Он куда-то долго шел, что-то планировал, в итоге разочаровался в этом. То есть по работе планы рухнули. И вообще работа, которой он занимался ежедневно, вкладывался в нее. Также еще здесь проходит такой момент, что человек плавно, но уверенно движется к... Он спивается, короче говоря. Ну, раз выпал, пусть будет. Раз в потоке работаем, значит в потоке. Да, какие-то планы человек выстраивал на то, как он заработает деньги, но, увы и ах. Ах и увы, это осталось лишь в его фантазиях. То есть очень тяжело ему дается то, что он там запланировал, и он как будто не может понять, а почему же так происходит. Он на что-то рассчитывал, но в итоге не получил.
Очень много иллюзий было по поводу того, что он получит ресурсы, деньги, энергию. От кого это даже, ну, пока не говорю, возможно, от вас не получил. Уходил в рабочие моменты, простраивал долгосрочные планы на будущее, но все это перекрыто. Итак, что вам еще нужно знать? Так, мальчики, девочки, кто-то из вас должен в себе открыть свою 4-ю чакру. Я не говорю, что она у вас фигово работает, либо где-то есть затыки. Это ваше внутреннее, помните, в начале расклада я говорила, это ваши внутренние затыки, которые могут перерасти в психосоматику, то есть перейти в болезни. Вы стоите сейчас на выборе. А знаете, в чем ваш выбор? Для вас очень тяжело открыться другим людям, поверить в них, показать им свои эмоции. Вот это вам тяжело дается, вы сейчас это проходите. Ну, магические влияния точно есть. Или были. Почему были? Потому что вы, видимо, чистки, защиты, все такие возможные чудеса в этом роде. Вы работали магически над тем, чтобы эту ситуацию, ну, себя, в общем, очистить, да, убрать эту магию, эти влияния из своей судьбы даже. В общем, здесь я скажу так, сейчас многие из вас переписывают сценарий своего рода. Это я вам, ну, гарантирую. Здесь смотрят меня люди, которые уже прошли довольно-таки много чего, и работы было вложено немерено в то, чтобы поменять не просто свое мировоззрение, себя, свою жизнь, свой быт. Здесь люди, которые идут, ну вот, они шли, там боролись, да, отстаивали свои ресурсы, свои там, да, свою жизнь, сопротивляясь магическим воздействиям. И пока вы шли и боролись, вы как будто вот наткнулись, знаете, на дверь, которую не ожидали вот встретить на своем пути. А эта дверь, это вообще новый сценарий, ну, судьбы вашего рода, скажем вот так. Вы вот как будто на границе стоите, вы вот часть своей жизни прожили по сценариям старым родовым, а теперь именно вы взломали эту систему, и сейчас будете выходить в новое, более светлое, более яркое будущее. Возможно, ваши предки не могли себе этого позволить. Они жили так, как они жили. А вот на вас эта система сломалась, и здесь люди, которые трудились над этим, чтобы сломать ее. И, возможно, некоторые из вас уже были отчаялись, да, что, блин, там не получается, или еще какие-то моменты. Но получилось. Получилось, и вам сейчас об этом были намеки. И во снах, и вы ощущаете интуитивно все это, побаиваетесь где-то, переживаете, а вдруг не получится, а вдруг не смогу там доверять, как прежде. Смотрите, вам нужно это в себе проработать. Почему? Потому что если ранее вы доверяли людям, и они вас постоянно, систематически предавали, и в вашем окружении были лишь деструктивные, низкочастотные, либо же токсичные личности, то теперь вы будете встречать только положительных людей. Но это в том случае, если вы будете открыты. Открыты так, как были, возможно, там открыты в детстве, понимаете? Здесь не нужно зацикливаться на том, а вдруг предадут. Здесь нужно себя выводить на новый уровень, в каком плане. Даже если предадут, это их карма. А ваша карма то, что вы с собой унесете.
Ну, встреча своей второй половины здесь однозначно. По суду вы становитесь творцом своей жизни, своей судьбы. Теперь не будет так, как вот я проживаю жизнь там своей мамы, либо своего папы, да, повторяю их судьбу. Такого больше не будет. Вы очистили какие-то родовые паттерны по сердечной чакре. У вас, сам Всевышний вам дает возможность полностью по-другому выстроить свою жизнь. Кто-то здесь хорошо пооткатывал, хочу я вам сказать, тем людям, которые садились на ваше, на четвертую чакру, на сердечную, да, которые там привязки, привороты лепили, ресурсы сгоняли с вас, вы в депрессиях были, возможно. В общем, здесь нужно работать над тем, чтобы свое сердце... Тяжело вам досталось то, куда вы сейчас пришли. И вы так, знаете, вот эту дверь увидели новую, так приподоткрыли, что за ней, и испугались, возможно, того, что, так все хорошо так будет. Такого не бывает. Бывает. Поверьте мне, бывает. Единственный момент, вряд ли люди из вашего прошлого, которые будут появляться в вашей жизни, принесут вам что-либо хорошее и новое. Вот им открываться не надо. Проверяйте вдоль и впоперек, и в хвост, и в гриву их прочесывайте. Потому что вы еще на вот этом перекате стоите, когда волной может накрыть. Поняли, да, о чем я? Потому что, свыше еще проверят вас, знаете, как, а вот еще чуть-чуть, давай-ка тебя посмотрим, поддашься или не поддашься. Влияние сейчас на вас, если идут от недоброжелателей, они просто отскакивают. Вы где-то прослеживаете, вы видите, что они присутствуют, вы знаете, но вы как-то уже не в напряге. Потому что вы сейчас внутри себя полностью. Хотите понять, куда вам двигаться дальше, вообще, что с вами происходит. Так, что еще вы должны знать? Ну, смотрите, здесь фортуна для осуществления вашей давней мечты идет. Что вы еще должны знать? О том, что все ваши мечты, о которых вы раньше, уже на данный момент, видимо, и забыли, раньше мечтать только могли себе позволить. Ну, вот они будут осуществляться. Обнуляются все программы, по которым вы раньше, возможно, меняли много работ. Вот устроились на работу, вроде бы все хорошо, в итоге не получаете того, что вы хотели бы, или понимаете, что вы не на своем месте находитесь, либо же было вообще безденежье, либо же были ситуации, где вы получали меньше, чем вы заслуживали, выполняли работу там на одну сумму, а по факту вам платили меньше на порядок. Эти все программы обнуляются. Отлично, вы переходите в короля Пентаклей, в императрицу. Что вам еще здесь сказать? Вы хозяин своей жизни, возможно, кто-то здесь свое дело будет открывать, потому что по своей мечте идете. Да, обнулятся все абсолютно программы, которые вам мешали достойно зарабатывать тем, к чему у вас лежит душа. Фортуна, император, императрица. Здесь еще кто-то найдет свою вторую половину. Опять же, эта информация идет.
прошлый, император из прошлого, который влиял на вас, бывшие, они уходят. У вас будет очень много новых идей, каким образом действовать в своей жизни дальше, как поднимать себя на более высокие вибрации, еще выше того уровня, на котором вы сейчас находитесь. Много новых идей и быстро будут приходить в голову. Воплощайте их. Сила на это вам дана будет. И здесь еще идет такой момент, что вам нужно побороть собственную лень. И вы наслаждаетесь своим одиночеством. Вот ваш следующий урок. Вы должны... Все, вы, в общем, отдохнули, насиделись в одиночестве. Если даже вы находились с кем-то в паре, либо возле вас были люди и друзья, то вы всегда чувствовали себя одиноким, даже в обществе, даже с ними. Теперь к вам будут подтягиваться те люди, с которыми вам не будет одиноко, которые не будут вас предавать, они будут стабильны. Но вам нужно выйти из этого одиночества, раскрыть себя, показать себя миру. Ну, здесь вообще, как если брать по общей трактовке, здесь идет фактор того, что вы разрушаете мечту. Но здесь понимаете как? У кого-то, те, кто, короче, на вас влияли по 15-му аркану, ну, темные энергии к вам призывали, эта ситуация будет трансформироваться в ваше счастье. То есть теперь, чем больше на вас будут делаться негативные программы, они будут... Вот вы стоите, вот программа эта летит, разворачивается, отходит к ним, вы от этого удара получаете энергию, и с этой стороны уже вы эту энергию трансформируете в свое счастье. Между вами теперь и темными, как стоит заслон. И это не просто заслон зеркалки, там, допустим, да, какой-то защиты, нет. Этот заслон – это как новое качество вашей жизни, вашего уровня духовности, я бы сказала, за счет которого вы просто сублимируете темные энергии в светлые. Ну, высший пилотаж здесь научиться сублимировать сексуальную энергию в творчество. Для мальчиков это вообще очень, очень сильно актуально. Хотя есть и девочки, которые очень любвеобильны, скажем так. Но опять же таки, повторюсь, это высший пилотаж. Один из высших. Здесь вы это можете сделать, если захотите, естественно. Так, что еще вам необходимо знать? Программы, которые были деланы вам на разрушение в паре, чтобы вы не встретили свою вторую половину, либо своих соратников, друзей, все эти вопросы закрываются. Здесь четко все сущности, некропривязки, демоны и тому подобные товарищи просто теперь от вас закрыты. Начиналось все с того, что, ну да, на отношения, в общем, влияния были, возможно, вы с кем-то расстались. Да невозможно, так и было. Здесь очень много программ, подпрограмм.
Магически, да, на семью лепили. Угу, на вашего мужчину. Если мальчики смотрят, то на вашу женщину, да, чтобы этот человек, ваш партнер, к вам стал холоден, перестал чувствовать к вам то, что он чувствовал, чтобы был в какой-то депрессии. Да, манипулировали вашей второй половиной. За счет своей чувственности, особенно когда делали ритуалику, этих сущей поотправляли куда положено, туда, откуда они пришли. Где-то еще вы ловите грустинку по поводу прошлого. Прекращайте. Все, прошлое осталось в прошлом. Ушли, точнее уходят те ситуации, где вам необходимо было постоянно отстаивать себя, свои позиции, свои убеждения в обществе, что-либо доказывая им, да, либо же в семье, то есть теперь к вашему мнению, скажем так, будут прислушиваться. Возможно, вы раньше думали, что вы там белая ворона или что. Нет, вы просто рыба, которую посадили на дерево, и, естественно, вы не могли полностью раскрыть свой потенциал среди птиц. Вы же рыба, вы плавать должны, а не на ветке сидеть, каркать. Да, эта ситуация вся будет заморожена. Ну, то есть в стагнацию, в общем, окончится. Даже не в стагнацию она уйдет, она просто закончится. Да, смотрите, то же, что я и сказала, карты подтверждают. Вы сейчас уже... Но здесь больше идут энергии для тех людей, которые уже почистили свое пространство, свое общество. Если где-то что-то и осталось, то это буквально еще чуть-чуть вам вымести из своей жизни ненужных вам людей. Причем сейчас будут слаживаться ситуации таким образом, сами по себе и очень быстро, когда вы должны будете понять, что если что-то из вашей жизни уходит или кто-то, отпустите, ибо вам это не нужно. Это не ваше. Оно вас будет только отягощать. Смотрите, если собираетесь идти на какой-то компромисс, дабы не расшатывать лодку и что-то удержать в своей жизни, так и останетесь в позиции ожидания. То есть вы будете вот тем человеком, который просто сидит на перроне и смотрит, как поезда проходят мимо. И так не откроете в себе, королеву жезлов, то есть человека, знающего, ведающего, с внутренней силой, интуицией, с творчеством. Вы так и останетесь в этом ожидании, понимаете? Здесь не проканает. Как вам объяснить-то это? Короче, что-то вас не устраивает, вы молчите, продолжаете как-то пытаетесь найти компромисс с этим человеком, кто бы он там вам ни был. Вы так и останетесь в этих ждунах. Эти люди все равно вас будут обманывать.
А ожидания ваши закончатся разбитым вашим сердцем. Вы баланса внутреннего не то что не найдете, вы себя растеряете в этих ожидалках. Ух ты, матчи знаю, вот это джекпот. Слушайте, тут ваши недоброжелатели, ну, падает, блин, бывший, понимаете, ну, это же дело такое. Короче, ваши недоброжелатели, ну, сказать, что им трындец, это ничего не сказать. У них здесь, я вообще не исключу тот факт, что многие из них, ну, открыто уже тронулись умом. Те, кто тихонько, у них там внутри крыша просто съезжает. Причем, знаете, вот стоит, съехала. Как бы новую поставили, она хоп, тут же съезжает. Еще одна съезжает, и они просто в недоумении, какого фига у них происходит в жизни. Эти люди к вам еще попытаются влезть в вашу жизнь, ворваться в нее, навязать вам что-то. Или якобы сделать предложения какие-то такие о совместной работе. Возможно, кто-то будет возвращаться из прошлого. Вот, мол, я все понял, давай построим отношения. Но дело в том, что, смотрите, этот человек идет к вам, якобы говоря о своих уступках, да, что он изменился только с одной целью – вам отомстить. Дабы вам было так же фигово, как ему. Он не понимает, что это, ну, его обратка. Теперь он получает то, что он должен получить, а вы получили то, что вы должны получить. Нет, вам, пока ему было хорошо, а вам было плохо в прошлом, значит, так должно было быть. Как только ему стало плохо, а вы стали королевой Пентаклей и жрицей, извините меня, здесь ведьмы, и ведьмаки меня смотрят, и не надо мне, ну, пытаться доказать обратное. Потому что я прекрасно понимаю, какие люди притянутся именно на мой канал. И тут зависть к вам, ну, просто колоссальнейшая. В общем, людей из прошлого гнать ссаными тряпками за пределы горизонта. У вас будут новые отношения, новая семья, если кто думал, будет ли семья, будет. Идете вы во все новое. По менталу работать будете хорошо. Все ситуации, которые мешают, все противоречия, все ситуации, все конфликты из прошлого, они будут просто в подвешенном состоянии, а вы уходите в будущее, в новое. Там, где вы хозяин своей жизни, там, где вы будете рядом с людьми, которые будут делать вас счастливыми. Вот что вы должны знать. Вот таким образом у нас легли 78 карт по Таро Светлого Провидца. Хотелось почему-то на них сегодня посмотреть эту информацию, вот прям тянуло к ним. Девятка пентаклей, десятка кубков. Ну, ребятки, повторюсь в третий раз. Кто-то здесь очень долго сидел, ожидал, кто-то гадал, кто-то уже и мечтать перестал, смирился. Но к вам идет ваша вторая половина. Тот человечек, о котором вы мечтали, возможно, несколько лет. Возможно, несколько десятков лет. Вы его встретите. Единственный момент, так знаете, такое доброе напутствие. Не торопитесь.
Вот во всем не торопитесь, действуйте взвешенно. Ну, конечно, тормозить тоже не нужно. И будьте всегда честны с другим человеком. То есть, ну, если вас что-то не устраивает, либо вы в чем-то не уверены, говорите об этом открыто, дабы не манипулировать ни чувствами, ни временем, ни ресурсами другого. Да, из прошлого еще будут сунуться с какими-то предложениями по поводу семьи. Ну, в общем, ладно. Люди из прошлого должны остаться в прошлом, иначе они вам снова принесут в жизнь вашу черную полосу. Возможно, с помощью других сюжетов, не такие, как они простраивали в прошлом, да. Продумают что-то новое. А вам это не надо. Вам нужно закрыть эти, по сути дела, ну, никому не нужные сюжетные линии, где вы живете несчастливыми. Так, теперь на этом Таро хотела бы буквально слегка заглянуть, что вы должны знать от своих предков. Вы будете предводителем в каком-то деле, за вами будут эти люди, вы найдете своих людей. Что-то вместе будете делать. Знаете, что вы будете делать одно дело, которое будет помогать другим людям выйти из такой же ситуации, в которой были вы. Вы будете здесь практики, которые будут помогать, защищать, обнулять деструктивные программы, но будете работать уже не в одиночку. Угу. Еще здесь такой момент. Будьте осторожны, дабы не стать жертвой шантажа. Доверять доверяйте. Не закрывайтесь внутри, сердце свое не закрывайте. Но проверять человека вы обязаны. Всегда. Не бросаться сразу в омут с головой. Узнайте, какие в этом омуте черти водятся. Это касается работы, личных отношений, дружбы, вообще всего. С кем сотрудничаете. Но здесь у вас идут внутренние инсайты и инструкции по тому, как в себе открыть провидца. Здесь уже высшие подключаются полным ходом к вам. Здесь поток света, прям инструкции вам будет эти давать, как вам закрывать этих лжецов, как их выявлять. Слушайте, здесь внутренняя сила на то, чтобы вы могли выполнять свое предназначение, которое строится на взаимоуважении с предками, духами вашего рода, с вашей родовой системой. Вы знаете, как это делать. И ваша сила будет возрастать. По справедливости щедро будете одаривать тех,
кто захочет выйти из-под темных в свет. Тут сама фортуна на вашей стороне будет. Смотрите, да, проработаете, вы никуда не денетесь, вижу, что проработаете вот это вот состояние, когда побаиваетесь, когда еще закрываете сердце от мира, от людей. Но в дальнейшем вы это проработаете и будете по своей звезде, по своему внутреннему компасу спокойно идти дальше по вашему пути предназначения. Здесь вы избавитесь от страхов, каких бы то ни было. Вы полностью доверитесь потоку, доверитесь Всевышнему, Вселенной, духом вашего рода, и не будете больше бояться ни за свое будущее, ни о том, как что у вас сложится, а будут ли завтра деньги или еще какие-то моменты. В общем, здесь все страхи ваши обнулиться должны. Ну, здесь показывают переход, да, именно вашей сердечной чакры, переход на новый уровень. В общем, здесь тоже неплохо. Так, по оракулу теней давайте посмотрим. Ух ты, что там почти вылетело. Да, сотрудничество с другими людьми, новые знакомства, новые вибрации. Понимаете, вот полностью новые вибрации вы, когда встретите таких же, как вы же пространство всей Земли, понимаете, ну, пробудите, можно сказать, по-своему. То есть, возможно, здесь даже идет создание ковена, либо вы попадете в какой-то ковен. Единственный момент, опять же таки, проверяйте, дабы не попасть в секту, дабы не быть с теми людьми, которые просто будут вас магически держать в оковах и пользоваться вашими ресурсами. Смотрите, на ближайшее полнолуние, скорее всего, на Самайн помощь каких-то людей будет вам. Единственный момент еще, ну, здесь не для всех, хотя, в принципе, в этом нужно держать баланс, ну, на протяжении всей своей жизни. Не нужно считать, что вы центр Вселенной. Держите всегда ориентир на своих духовных учителей, если у кого они есть. То есть каждый раз, когда вы решите, что достигли каких-то высот и возгордитесь, почувствуете, что вот это начинает в вас всплывать, думайте о том, что вам еще нужно сделать, дабы выйти на еще более высокий уровень. Тогда эта гордыня тут же улетучивается, потому что вы не останавливаетесь на достигнутом. Так, оракул теней, подсказки вам. Тех, кого не выбирали, теперь вы будете выбирать. Ваша любовь, сюжеты любви полностью исцеляются, и теперь у вас в руках будет власть над этим. То есть вами уже не смогут манипулировать с помощью любовной магии какой-то. Это все исцеляется. Родовые старые программы выметаются, как я вам сказала. Особенно там, где вы чувствуете собственную вину.
Ну, с помощью магии, зелий, естественно, ваших ритуалов обнуляется программа родовая. Темная программа. Но это ваш путь. Как бы вы ни прожили свою жизнь до этого момента, до этого года, поймите, что это ваша судьба. Вы должны были прожить эту жизнь так, как вы ее прожили, и никак иначе. Вообще мы живем в очень интересное время, и на самом деле нам, нашим душам чертовски повезло увидеть вот эти стыки времен, стыки миров, и дальше будет только интересней. Ну да, здесь ритуалика, тотемы, алтари, плюс еще денежный канал будет у вас под защитой, под хорошей. Ваши денежные потоки. Работа в Ковене. Смотрите. Вы там себя обретете, вы ментал свой поднимете на новый уровень. За пределами, того места, где вы привыкли находиться, с помощью руники, огня и свечей будете работать. Шабашить. Да, работать в тандеме с людьми. Работать с духами рода вашего. Если брать не магические моменты, вы попадете в коллектив людей, которые такие же, как вы. И там будете зарабатывать. Но заниматься вы будете тем, что вам по душе. И в этом будет еще ваша сила больше возрастать. Вот так вот. По оракулу теней. То есть неплохие такие подсказки, хочу я вам сказать. Помните, по вот этой колоде там солнце выпадало, и здесь жрец. То есть, тут руководство высших вас ведет и дает вам защиту от всех недоброжелателей. Понимаете, здесь такой момент, я вижу, что люди выходят на работников света, которые будут бороться с темными силами. И вам вот этот коллектив, о котором в каждой колоде идет речь, будет дан, то есть вы друг за друга, знаете, как будете стоять, и он будет дан вам в помощь, а вы будете даны этим людям в помощь, в поддержку. Да, людей от страхов, от проклятий, от бесовщины будете избавлять, поднимать внутреннюю красоту. Здесь психологи, тарологи, эзотерики, люди, которые будут работать с людьми. Освобождать от старых родовых программ. Короче, то, что вы прошли, то будете... Еще с кармой здесь будете работать очень неплохо, хочу вам сказать. Ритуалика на карму у вас идет. Вы будете менять кармы других людей. Если меня здесь смотрят люди, которые с помощью магии занимаются вмешательством на волеизъявление других личностей, то бишь чернухой занимаются, привороты, отвороты, там... Что там, в общем, спектр услуг, я не хочу его сейчас весь перечислять. Вот эти все подчины, крадники, ребят, тут не про вас. Для вас, смотрите, какие карты. Все ваши способности обнулятся. Вы станете пустышками. И
И по карме, соответственно. То есть даже для вас такая информация, значит, кто-то из вас да заглянет ко мне из таких персон. В принципе, вы тоже можете поменяться, успеть. И, ну, конечно, это не для слабонервных, это тяжело, и вам проработать придется 3 раза больше. Ну да ладно, не будем о плохом. Каждому свое, как говорится. Каждый прекрасно понимает, что он делает, и что выбирает, и куда движется. Так, теперь еще что вы должны знать от рода, от вашего информация, еще по магии, может, вы там переживаете за свои ритуалы. Видео о том, как прошли ваши ритуалы на новолуние, буду записывать уже завтра, послезавтра, потому что, в принципе, еще ритуалика, оно у многих в процессе только идет. Так, смотрим, что у нас здесь. Ну, здесь дар ясновидения. Вы во снах получаете помощь, поддержку от духов рода. О том, кто, когда и что вас где хочет в зависимое положение поставить. Вы знаете, здесь многие из вас отреклись от того, чтобы мстить другим своим недоброжелателям. Вы ушли от этого. Я честно скажу, я не знаю, что такое слово «простить» на самом деле. Почему? Потому что здесь люди, в общем, которые уже не хотят держать вот эту боль внутри себя, негатив, гнев. Просто отпустили эти вещи. Я считаю, что, не знаю, конечно, есть определенные моменты, когда прощаются, но до поры до времени, и если ты не видишь обратной такой же связи, то рано или поздно все, что ты простил, в тебе как ком всплывает. То есть по факту никто из нас никого не прощает на самом деле. Мы просто стараемся об этом не думать, либо же отпускаем этот негатив. Вот здесь люди, которые отпустили. Вы скажете мне, а как же, мы же прощаем наших детей. Это тонкая такая грань. Почему? Потому что дети — это другая тема. Можете сказать, что прощаем своих любимых или друзей. Нет, мы просто идем на компромиссы. И либо же отпускаем этот деструктив, да, либо же нет. Но тогда, когда мы его не отпускаем, понимаете, здесь еще, мы же не боги прощать, понимаете, у нас, мы не настолько сильны. Это когда мы прокачиваем себя до определенного уровня, когда мы уже понимаем, что каждый занимает свое место, мы просто не обижаемся на других людей. Почему? Потому что мы от них ничего не ожидаем. В этом чудеса. Ты просто ни от кого ничего не ждешь. А знаете, когда это возможно? Когда ты уверен в другом человеке, что он такой же честный, такой же искренний, такой же справедливый, такой же, как ты. И в ситуации, где ты не предашь, и он тебя не предаст. Вот только в таком случае это возможно. Не требовать ничего взамен. Потому что когда мы начинаем требовать от кого-то что-то, да когда мы вкладываемся, а нам не идет ответка, понимаете? Мы энергию вкладываем в того же друга, того же своего, допустим, там партнера, не идет ответка, не идет столько же энергии, тогда мы начинаем уже требовать. В общем, ладно, это что-то меня занесло. Смотрите, здесь вы в учении ушли. И тем, что вы начали подниматься и себя прокачивать, вы тем самым вынесли приговор своим недоброжелателям. Работа на кладбище, на кладбище.
На кладбище ставили себе защиты, делали обереги, кто что делал, в общем, я уж в суть вникаться не стану, но чего-то вы там выпрашивали. Так вот. Тем, кто хотел вас в зависимость вогнать, вы вынесли приговор тем, как поработали последний раз на кладбище. Либо же кто заказывал, да, эти вещи, как бы, ну, надеюсь, вы в теме, у кого кто что заказывает и как какой мастер работает. Покажут вам ваших недоброжелателей высшие и род тех, кто вам делал негатив, что просили, что выпрашивали. Да ладно, понятно, надменность это такое. Через свой оберег, который делали на кладбище, помощь получили вы. То есть, если вы беспокоились, как вообще ваши защиты стоят, как чистки прошли, отлично. Здесь просто шикарно. Но здесь люди, я смотрю, которые уже, в принципе, знаете, еще так вы подергиваетесь, мол, с оглядкой. Так, что вы там делаете, мне тулите, не тулите, ага, тулите. Ну, нате вам чуть-чуточку, там, знаете, что-то подритуалили. А так у вас защиты сейчас, если у вас раньше не были наносные, да, там, то есть вы их с помощью руники, ритуалики делали, то сейчас у вас идет процесс становления защиты. Родовой защиты свыше. То есть это та защита, которая отдается уже за то, что вы прошли определенный путь, за то, куда вы идете, вас должны оградить, защитить. Почему? Потому что у вас теперь будут более высокие цели. Вам придется еще, ну, с многими встретиться, недоброжелателями, много в чем себя прокачать. Там уже будет другая история, другие защиты, более высокие планы будут задействованы. Но все постепенно, понемножечку. Ну а вот это вот нищенское братье, скажем так, которая была в вашей жизни до этого момента, она вообще на вас уже все не влияет. Ваша духовность, эти все проклятие поперекрывало. Ой, очень много сплетен на вас. Вы исцеляетесь от этого всего. Исцеление прошло. Сейчас идут остаточные моменты, когда вам нужно со своим «я» поработать. Попросите помощи через молитвы о новой жизни. Род Всевышний. Кто в христианском эгрегоре, пожалуйста, то же самое. Молитвы, обращения о том, чтобы ваши ситуации поменялись в лучшую сторону, чтобы у вас не было препятствий там, где они раньше были. Особенно, что касаемо недоброжелателей, что касаемо, допустим, государственных систем. Вот это вот все может сейчас в вашу сторону перевернуться. У вас исцеление идет на очень многих планах. У кого там суды с какими-то товарищами, и кажется, не выиграем, потому что там или оборотни в погонах, или что-то вроде этого. Ситуация будет на вашей стороне. Вся вот эта клевета, ложь, полоскание енотовое ваших костей заканчивается. Ну, понимаете, здесь люди получают плюшки за свою работу, за свою пахоту, извините меня. Потому что те, кто в магии и в ритуалике, прекрасно знают, чего это стоит. Сколько идет энергии, что действительно отдается за то, чтобы что-то получить. Что ты на самом деле, чем на самом деле ты платишь. И это закономерно, но Вселенная как бы не оставляет тебя без ничего. То есть ты в нее вложил, она вкладывает в тебя, и ты такой, хоп, чувствуешь себя шикарно.
Так, ребятки, еще по вашей силе внутренней. У вас будет новый уровень, вам больше будет дано. Вот почему сейчас период, когда простраивается защита. Защита от высших, родовая. Известие получите, когда эта защита вокруг вас полностью станет. До того момента, когда она простроится, у вас еще есть время. Единственный момент, вы понимаете, что как только эта защита простроится, у вас будет новый виток, где вы должны будете уже на совершенно ином уровне работать. Поняли, да, о чем я? Понимаете, вы здесь получаете власть за счет того, что, увы, не растеряли свое сострадание по отношению к другим людям. Возможно, вы думаете там одну тематику о тех, кто предал вас, но по отношению, вот знаете, внутри вас вот этот вот свет, вот эта искра все равно есть, все равно вам не чуждо сожаление, даже по отношению к вашим недоброжелателям. Потому что когда вы понимаете, насколько их выгребет, где-то внутри вы понимаете, что, блин, у людей же тоже был потенциал, а ведь они могли, свою жизнь не на это растратить, и ведь тоже в них что-то хорошее было. И вы это видели. Вы в это видели в них, возможно, больше, чем те люди в себе это видели. Вас опекают свыше. Тут полная защита свыше идет. И построение новых защит вам. Новая сила будет у вас. Ага, в чем-то вы сами себе признались, в чем-то за что, какие-то затыки проработали, как-то в чем-то покаялись перед высшими. Вот знаете, внутри то, что вы не скажете никому никогда, вообще ни при каких обстоятельствах, вы, возможно, даже не сразу и себе в этом будете признаваться. Вот покаялись, и за счет этого дары судьбы получаете. Вот так вот. Вот такой сегодня был расклад. Не знаю, как вам помог, пишите, пожалуйста, в комментариях. Но я вам хочу сказать, да, информация интересная, забавная, удивительно чудесная. И после этого расклада, когда я вам его сделала, мне реально полегчало. Значит, эта информация кому-то будет очень важна. По высшему суду ваши враги-недоброжелатели будут отхватывать, жалости никакой. Как я уже сказала, гнать санными тряпками. Никакой жалости, только пожалеете, отхватите свыше. А знаете, почему отхватите? Потому что вы должны идти дальше, а не зацикливаться на том, что уже осталось в прошлом. Они поймут, им дадут знать по высшему суду, что они должны попросить у вас прощения за то, что плевали на ваши чувства. За колдовство, которое совершили, за то, как лицемерили. За то, они еще, смотрите, они еще разочаруются в том, что их колдовство не работает. У них не получается так работать с предками и с миром мертвых, как у вас. Расплату получат. Ребят... В общем, не ждите, что эти люди придут к вам, даже если на коленях будут ползать. Это будет сделано лишь только с одним умыслом. Отомстить и забрать ваши ресурсы. Там зависть, там ненависть, там люди не меняются. Кому интересно, можете побаловаться, просто погонять их временем. Чтобы вы понимали, что такое погонять временем. Не надо им там мстить, не надо там ставить себя выше их, но проверку на вшивость в течение года-1,5. И поверьте мне, они начнут сливаться уже через недели.
Мало кто из них додержится даже до 6 месяцев. Соответственно, вы уже сделаете выводы, что за люди и поменялись ли они. Могут прийти те, которые поменялись. Там уже выбирайте сами, хотите ли вы с ними продолжать хоть какое-то общение, поддерживать и тому подобное. Но будьте осторожны, мороки все равно будут пытаться на вас накинуть. У вас ангелы-хранители стоят, но там, слушайте, там такая зависть на то, что, понимаете, эти люди тоже обращаются к практикам, к магам и понимают, что если на вас что-то не ложится, значит вы имеете определенную силу. А их это выгребает, они вас заказывают, а вы сами сламываете мастеров, понимаете? Тут, у чуваков просто съезжает крыша. Как это так вы достигли такого? Что это такое вообще? Как вы посмели? В общем, ладно, ребята, оставляйте свои лайки, дизлайки, комментарии. Вот, подписывайтесь на мой канал, если вам интересно то, о чем я здесь глаголю, вещаю и треплюсь. Вот, также, пожалуйста, прошу вас, оставляйте мне свои пожелания к раскладам, потому что вот как сегодня, понимаете, надо что-то выдать, а что не понимаю, но в итоге, конечно, поняла, это хорошо и замечательно. Вот. Ну, в общем, оставляйте, что хотите. Вот вам туз пентаклей под завязку, император и туз пентаклей. Отлично, колода закрыта. Так что вы познали основы, но впереди еще очень много чего удивительного, увлекательного. А так, поздравляю вас всех с тем, что вы вывели себя на новые вибрации. И пока-пока.